Чао, друзья! Меня зовут Юля, и сегодня мы поедем в одно из самых популярных мест Черногории – в Котор. Наша программа весьма обширна. Мы прокатимся по канатной дороге до горы Ловчин, самого знакового места Черногории. Там же погуляем по национальному парку и покатаемся на альпийских горках. Ну и, конечно, заедем в сам Котор. И на десерт посетим устричную ферму. Устрицы на десерт, чтобы я так жил. Помимо демонстрации красот Черногории, я планирую поделиться с вами полезными советами по поездке в Котор. Как ехать, когда, что смотреть и так далее. Короче, погнали! Как вообще сюда добираться? Если вы рассматриваете вариант с самолетом, то в Черногории есть два международных аэропорта – в Подгорице и Тивате. Прилетать в Тиват максимально удобно, ведь до Котора тут рукой подать. Ну ладно, очень длинной рукой, путь составит всего 12 километров. Это 20 минут на такси. Но тут есть нюанс. До Тивата еще нужно долететь. Местный аэропорт считается одним из самых опасных аэропортов Европы. Все из-за уникального географического расположения. Город зажат между горами и Которским заливом, поэтому ветрища задувают такие, что закачаешься. В буквальном смысле. Многие самолеты в плохую погоду не рискуют и садятся не здесь, а в Подгорице. И если так случится, то до Котора придется добираться на автобусе. Это еще минимум 2 часа. В принципе, из любого города Черногории добраться до Котора особого труда не составит. Главное найти автобусную станцию. Ну и пройти квест под названием «Дождаться автобуса». Они хоть и ходят регулярно, но иногда могут попасть в пробку или какой-нибудь фортель выкинуть. Например, решить, что пассажиропоток сегодня маленький и сократить количество рейсов на день. Пробки в Черногории вообще не редкость, особенно когда высокий сезон или какой-нибудь ремонт дороги затеет. Так что туристам с автомобилями тоже лучше не расслабляться и закладывать на просмотр такого популярного города минимум 2 дня. А то дорожная ситуация вполне может скомкать ваш однодневный трип. Итак, мы приехали в Котор из города Ульцин на автобусе. Путь должен был составить всего 2,5 часа, но мы ехали на час дольше из-за ремонта вот этой дороги. Наша первая остановка в Которе – это гора Ловчин, на которую мы планировали подняться по невероятно живописной канатной дороге. Подъемник на гору находится в отдалении от автобусной станции и от города, и я думала, что это будет дополнительным квестом, как туда вообще добраться. Но опасения были напрасны, ведь нас встретило доселе невиданное черногорское чудо – сервис. В кассе автобусной станции мы сразу смогли купить билет 2 в 1 на шаттл до канатной дороги и на саму канатную дорогу. Все произошло так стремительно, мы приехали, опоздали на час где-то, и сейчас мы отправляемся сразу, мы пошли в кассу на вокзале и хотели купить на шаттл билеты. Оказывается, для этого есть отдельное окошко, отдельная касса. Там все быстро, вообще сразу все продают билет на шаттл, на каблкар, туда-обратно и на шаттл обратно. Вот, в общем, мы сейчас в нем. Самое интересное, что во всей этой кутерьме я совершенно не сориентировала, что нам надо как-то опомниться, сходить в туалет и все такое. Сейчас мы сидим в пустом шаттле, ждем, когда он будет отправляться. Не факт, что это вообще произойдет, пока он не забьется полностью, но я, конечно, думаю, что нет. Вот Никита хочет в туалет, меня ненавидит. Мне вообще-то не страшно, но интересно. Обратно, наверное, прикол спускаться. Ну, ты по-любому должен ощущать, что ты вниз прям летишь. А для меня, на самом деле, на всех аттракционах и везде самое неприятное, это когда ты летишь тупо вниз, у меня сразу позвоночник такой, я нахуй пошел. Когда я смотрела вот этот телеферик на картах, Google картах, я смотрю, что он расположен посередине хера, как обычно.
Ну, раз посреди нихера, думаю я, скорее всего, нам придется либо пешком как-то пилить, либо такси какое-то искать. А с такси всегда проблема в том, что туда-то ты из города доедешь, а как ты обратно будешь выбираться, это одному богу известно. И поэтому я вообще не ждала ничего хорошего. И в какой-то момент, когда я больше пыталась погрузиться в эту тему, как все-таки добраться, мне попался рилс, в котором прямо с автобусной станции Котора можно поехать на шаттле до телеферика, потом на телеферик и тебя обратно отвезут. И действительно, тут этот момент организован очень круто. Что не совсем типично для Черногории, потому что мне кажется, что свой потенциал привлекательный для туризма страны они используют вообще на, я не знаю, на 10%. Здесь его используют хорошо. Кстати, теперь такие шаттлы есть также от Будвы и от Тивота. Только если из Котора они ходят регулярно, то из Тивота и Будвы всего по одному рейсу в день. Летом это в 5 часов вечера туда и в 9 вечера обратно. Осенью и весной из-за того, что темнеет раньше, время, скорее всего, будет изменено. Билеты на шаттлы можно купить онлайн и там же посмотреть актуальное время рейсов. Вот еще бы, с дорогами что-то решили, потому что мы от Будвы к Котору ехали просто миллиард лет. Я так понимаю, с этого шаттла тоже будем возвращаться по какой-то пробки ебейшей, потому что там туннель, и когда мы сюда ехали, там все стояло просто. Виды потрясные, я не знаю, длиннее эта дорога Сараева или нет. Мне почему-то показалось, что в Сараево мы просто, я не знаю, миллиард километров проехали. Возможно, так кажется. Конечно же, первым делом мы пришли пожрать и выбрали очень классные места с видом на самом деле, не очень красивым видом. Прикольным, масштабным, но тут такая дорога какая-то не очень. Я брюзга, сегодня. Рыбка выбирает себе что-то дорогое. Красиво, вкусная еда, но дорогая, потому что мы там оставили почти 60 евро. 60 евро оставили, 62. А наш обычный обед в Ульцане стоил 20 обычно. 40. Иногда 30. 40 это прям уже мы типа лобстера съели там в Ульцане и официанта. Короче, чего вы точно не найдете на Ловчине, так это дешевых ресторанов. Мы были в заведении Форза, и после дешевого Ульценя это был ощутимый удар по нашему кошельку. Немножко подальше от подъемника есть и другой рестик – Монте-Бар. Говорят, что там подешевле, но все равно это будет довольно дорого. А вы когда-нибудь задумывались, почему Черногория зовется Черногорией? Вы правильно догадались, из-за Черных гор. Это самая популярная версия происхождения названия страны, и она как раз связана с горой Ловчин. Ее склоны были полностью покрыты темным лесом, из-за чего горы издалека казались почти черными. Ловчин находится на высоте около 2 километров над уровнем Адриатического моря и как бы замыкает Которский залив. Здесь находится охраняемый государством национальный парк длиной 62 километра. Из-за сочетания морского и горного климата Ловчин очень богат растительностью. Здесь можно встретить более 1000 видов растений. Из интересного, на склоне горы Ловчин расположено село Негуши, которое считается родиной черногорских королей, династии Петровичей, Петровичей, а также родиной негушского сыра и негушского прошутто. Забавно, что в Негушах постоянно проживает всего лишь 17 человек, 15 черногорцев, 1 серб и 1 человек из загадочного народа другие. Надеюсь, выглядит он не так. Поев, мы устремились на Альпийские горки. Возможно, надо было не есть, а сразу идти туда. Не потому, что трясти будет, а потому, что, скорее всего, сейчас очередь уже сильно накопилась. Долго уже стоим, мне кажется, минут 20, и авосы ныне там. Был вариант купить фаст-трек, но что-то мы уже простояли долго, думали, быстро все пойдет, и не сделали этого. А сейчас уже как-то кажется, что все усилия напрасны, если ты купишь фаст-трек. Пока стоим. Идет достаточно медленно, но я думаю, что в течение получаса. Из таймингов, конечно, катастрофически выбиваемся, но что поделать. Вон Никитка стоит. Непонятно, где он начинается, непонятно, где заканчивается. К
слову, стоило все это удовольствие 8 евро на человека, а с фастреком 20 евро. Но хватит уже о цифрах, давайте уже посмотрим, как катается наш бравый корреспондент. О. 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 Только не назад, только не надо назад. Очечки херово сидят. Меня подтягивает. Смотрите. Сзади. Это очень высоко. Ёбаные попандосики. Там где-то Юлька, наверное. Ну как? Нормально, достал телефон в этот момент. Я не убирал. Весь пусть снимал. Я его достала, но я не смогла. Я в какой-то момент, оно не работает. И я такая, Понравилось? Прикольно. Итак, мы прокатились на Альпийских горках, стояли очередь, все вместе, типа прокатиться и отстоять очередь заняло где-то час. Норм. Что хочу сказать, мне понравилось, и в какой-то момент стало даже не супер страшно. То есть ты достаточно быстро привыкаешь, и я даже доставила телефон, потому что основной телефон вот этот был у Никиты, он мне дал свой и сказал, если что, поснимаешь. И я его достала, но что-то мне не хватило рук и всего, чтобы его разблокировать, хотя можно даже остановиться, и в принципе ты можешь, полноценно Остановиться, выйти, пописать. Да-да-да. В принципе, ты можешь полноценно взять, остановиться и все сделать, но даже когда я остановилась, я все боялась, что сзади кто-то едет. Хотя, мне кажется, недостаточно плотно, да, не догнать. Я Никиту не догнала. Никита втопил, потому что... я остановилась, пыталась разблокировать, чтобы это... И когда у меня оказался в руках телефон, конечно же, самая пропасть подо мной разверзлась, и я просто зассала и убрала его просто быстрее, и думаю, нахрен. Но такая достаточно короткая трасса. Ты только привыкаешь, только хочешь покайфовать. Вот уже ты готов скорость себе подключить, и все, все заканчивается. Но она и стоит 8 евро, да. Но я бы, может, и второй раз прокатилась, если бы не очередь ебучая. Наверх идем. Там какой-то красивый погляд, наверное. Да, прикольно. Но тут открываются, конечно, потрясающие виды. И ты просто, как пушинка, паришь над горами, над облаками, над всем. Это прикольно. Определенно стоит прокатиться, и вообще не страшно, на самом деле. Даже спину не сводит, когда вниз едешь. О своих впечатлениях расскажет Никита. Так, ты лучше, главное, иди. Короче, сейчас июнь. Мы стояли в очереди. Но мне, по ощущениям, часом это не показалось. Мне, может, 40 минут, 30. Вот я сейчас Юля сказала, удивлен. Короче, прикольно, недорого за эти деньги, за 8 евро. Люди выходили, говорили, ой, час стояли, 8 минут катались, типа, ничего интересного. Но в целом прикольно. Здорово, что можно поснимать. Ты там, в принципе, комфортно себя чувствуешь. И нет такого... Мне кажется, в принципе, система так... Может быть, порядок запуска людей сделано так, что в тебя никто не врежется. Потому что я лично помню в Ленобласти, когда мы катались на такой штуке, в меня кто-то въехал. Это как-то не очень приятно было.
Одним из примечательных мест на Ловчине является мавзолей Негуша, последнего правителя Черногории. Правда, попасть туда без машины довольно сложно. Путь от подъемника займет примерно 1,5 часа пешком, а может и больше, ведь идти придется в гору. Также многие пишут, что от подъемника до мавзолея можно добраться на такси или электровелосипеде. Думаю, что путь того стоит, ведь помимо мавзолея там расположена очень классная смотровая площадка. Мы, к сожалению, туда не успели из-за слишком обширной программы для 1,5 дней в Которе. Один, я иду к тебе! Вальхалла! Все, что ли? Все как-то стрёмно. Я хотел уже Вальхаллу отправиться. Мы едем обратно, и мы думали, возможно ли ситуация... Тут, видите, достаточно большая кабинка, тут практически 10 человек помещается, видимо, предполагая, что тут будет, может быть, большая семья. Там бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки. Что-что? Но по вечерам, когда все хотят уходить, возможно, сюда набивается много людей, потому что им надо всем успеть спуститься. Но сейчас не был вечер, и мы с Юлей, когда еще... Извини, пожалуйста, перебила. И не было очереди, скажи. Это давно сейчас тебе, да? Давай, скажи то, что я сказала. И не было очереди. Нет, скажи, сейчас не было вечер. Сейчас не был вечер, и очереди тоже не было. И мы с Юлей еще, когда входили сюда снизу, поднимались, мы думали, возможно ли ситуация, когда кто-то полезет вместе с нами в эту прекрасную кабину. Кабины, если что, проезжают раз в 15 секунд. То есть нет такого, что ты не можешь уехать, если нет очереди, нет, может быть, это последний, не знаю, последняя кабина. Мы заходим, нас пропустили, садимся. И тут они что-то мнутся и влетают к нам в кабину. Мы, естественно, быстренько драпнули отсюда. И вот лайфхак, который хотел сказать. Если к вам кто-то подсел в кабину, не стесняйтесь, просто выйдите. Пускай лучше люди подумают, что от них пахло. А когда мы заходили второй раз, мы уже поняли, что ну все, ситуация катастрофик, и надо что-то делать. Я пустил Юлю первой, а в остальном я просто встал в двери и вот так делал. И там семья сзади, русская, кстати, сказала, мы, наверное, на следующем поедем. После посещения Ловчина мы направились в Ороховац. Это деревня недалеко от Котра, где мы сняли апарты. Очень, кстати, рекомендую. Цены на апарты в пригороде гораздо ниже, чем в самом городе. При этом до Котора вы в любом случае доберетесь без труда. На такси это всего лишь 15-20 минут, даже с учетом пробок, которые тут не редкость. Кроме того, в пригороде есть хоть какие-то пляжи для купания, а в самом городе расположен порт, и купаться там ну вообще некомфортно. Итак, мы приехали и заселились в апартманы. Апартманы у нас очень прикольные такие. Аккуратно, не дери волосы. Чем их мазала? Ну, лаком я залачивала. Мазала? Конечно. Такой не расчешешь уже. Ну, блядь. Как сама? Давай. Короче, апартманы прикольные. Мы живем на последнем этаже, у нас вид прямо на море. Столько всего сегодня произошло, как будто неделя прошла. Мы, значит, побывали в Которе. От Котора мы на такси доехали до сюда, тут ехали там 20 минут. Потом сходили, покупались, заселились, помокли под дождем. Сейчас вот собираемся на устричную ферму. Заказали такси, потому что дождь все еще идет, а я нарядилась во все самое, держала белое, все белое, и Никита тоже в белом, до конца отпуска, чтобы сейчас пойти и за секунду просто засраться на устричной ферме каким-нибудь соусом.
Почему я так залила реально? Я на мокрой, видимо, залила. Вот. Поедем на такси, потому что дождь. Хочется хотя бы до устричной фирмы в нормальном виде дойти. Вообще мне очень... Эстетический контент. Да, эстетический контент. Вообще мне очень понравилось в Которской бухте купаться. Прикольно, так близко город со всех сторон. Не просто там где-то сзади, когда купаешься в море, а прям со всех сторон. Ну и в целом как бы все так близко, такая она маленькая, уютненькая. Такой итальянский вайб. Как я обычно говорю, в следующий раз едем сюда в отпуск. И мы едем в какое-нибудь другое место. Короче, Никита, ты можешь продолжить. Никита делает мне прическу. Не знаю, почему он решил этим заняться. Скорее всего, все было очень плохо. На такси, кстати, мы ехали ровно 1 минуту. И заплатили за это 10 евро. Думаю, недовольны в этой ситуации были все. Мы, прожившие самую дорогую минуту в нашей жизни, и таксист, который ехал из Котора ради 10 евро. Ну, сорян, мы думали, устричная ферма будет подальше, да и дождь капал. Чё, Никита зря меня расчесывал, что ли? Мы с Никитой Константиновичем пришли пробовать устрицы. Я никогда не пробовала устрицы, а ты? Я тоже. Не хочу устрицу, хочу плескавицу с каймаком. Я хочу сказать, что это довольно интересно. Это на грани между мерзким и очень интересным, ну, типа таким каким-то чарующим вкусом. То есть что-то в этом есть вкусное, а в какой-то момент что-то, что блевануть хочется. Ну, типа такое мерзковатое, ну, такое странное. Поэтому я даже не знаю, что сказать. Утром мы отправились прямиком в старый город Котора, где и позавтракали. Котор – это один из самых древних городов Черногории. Ему больше 2000 лет. Старый город Котора охраняется как объект наследия ЮНЕСКО. Его окружают мощные крепостные стены, которые строили очень долго. Начали еще в античности, а завершили уже при Венецианской республике. Прокрастинация уровня «а давайте уже в следующую эпоху». Но построили на славу. Протяженность стен составляет 4,5 километра, и они поднимаются в горы к крепости Святого Иоанна. На сегодняшний день в Европе мало оборонительных систем, которые настолько хорошо сохранились. Тоже касается и планировки старого города. Она сохранилась ровно такой, какой была в Средневековье. За свою историю Котор сменил немало правителей. Иллирийцы, римляне, Византия, сербская династия Неманичи, Венецианская республика, Австрия и даже Франция, что меня удивило. Но потом я поняла, что это связано с низкими интригами Наполеона, и все встало на свои места. Низкими интригами Наполеона. Поняли, да? В старом городе есть 2 древних храма. Собор Святого Трифона и церковь Святого Луки. Оба построены в XII веке. Собор Святого Трифона – один из древнейших в Адриатике. Он частично перестраивался и пережил ряд землетрясений. А церковь Святого Луки гораздо меньше и почти не перестраивалась. Она сочетает в себе католические и православные традиции. Для меня у старого города Котора есть один громадный плюс и такой же громадный минус. Из положительного. В старом городе нереальный итальянский вайб и эстетика. Глаз просто не оторвать. Но тут же возникает и минус. Эта эстетика привлекает столько народу, что летом тут тесно, как грекам в троянском коне. Даже хочется приехать сюда в апреле или октябре, чтобы спокойно погулять без толпы суеты. Короче, посмотреть старый город Котора очень рекомендую. Подведем итог. Мы были в Которе чуть больше 1 дня и успели покупаться, подняться на Ловчин, посмотреть старый город и посетить устричную ферму, даже не получив отравления.
Мы с моим пищеварительным трактом считаем, что это успех. А в Котор мы обязательно вернемся, ведь тут еще много интересного. Спасибо вам большое за просмотр. Новый видос не за горами.